Всем привет, меня зовут Евгения Петрова, вы смотрите первую часть моего большого туториала о трюках, которые я использую при моделировании в Marvelous Designer и Claude 3D. Сегодня я расскажу вам о видах пресетов тканей. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, пишите комментарии, пожелания, критику и давайте работать. Существует множество стандартных пресетов, которые встроены в библиотеку Marvelous Designer и Claude 3D, и совершенно не нужно быть экспертом швейного производства, чтобы в них разбираться, менять их настройки, а также создавать новые пресеты. Как работать с пресетами ткани? Чтобы изменить пресет или поменять его физические свойства, вам нужно проделать следующее действие. В правой части экрана открываем вкладку «Фабрик». Щелкаем по нужной иконке ткани и в окне Property Editor во вкладке Physical Property открываем подпункт Preset. Как вы можете видеть, готовых пресетов очень много. Я в работе использую всего 3-4 пресета на постоянной основе и 2-3 довольно редко. Я подразделяю их на легкие, грубые и средние ткани. Первый пресет, который я всегда использую, это дефолтный пресет. Мне нравятся его физические свойства, такие как вес и растяжение нити утка и основы. Этот пресет образует среднего размера складки, хорош при создании футболок, рубашек, льняных брюк и дождевых плащей. Второй пресет это Grain Leisure, крайне грубая и жесткая ткань. Практически не дает складок, часто использую для жесткой основы каркаса. Практически всегда эта ткань конфликтует с мягкими и легкими тканями, такими как нейлон или шелк, поэтому я предпочитаю замораживать жесткий каркас перед окончательной симуляцией. Третий пресет, который я использую в повседневной работе, это пресет нейлона. Он дает очень мелкие складки, имеет небольшой удельный вес. Использую для пуховиков, мокрых тканей и швов. Вообще, это мой любимый пресет, я использую его очень часто. Также иногда использую такие пресеты, как Leisure Lambskin, Cotton, Fuzzy Blurry Guide и Trim Hardware. Дополнительно вы можете настраивать более 15 физических параметров ткани, таких как растяжение по утку или основе и удельный вес и трение. Сразу скажу, такими глубокими настройками я не пользуюсь. Единственный параметр, который я меняю, это параметр Friction. Этот параметр отвечает за то, насколько ткань будет скользить по аватару и другим частям изделия. Часто я использую это при моделировании рукавов или ремней на брюках. При увеличении значения трения ткань перестает скользить по поверхности и ее можно удобно зафиксировать. Вы, кстати, можете создать собственный пресет ткани. В окне Property Editor можно изменить любые настройки. Впрочем, я рекомендую этого не делать. С программой идет больше 20 готовых пресетов, и вряд ли у вас получится что-то кардинально новое. Впрочем, есть один пресет, которого нет в базовой комплектации Marvelous и Claude. Это пресет ультражесткой ткани, которая больше похожа на жесткую подошву у обуви. Добиться этого эффекта можно следующим образом. Измените все параметры, кроме 3 последних, на значение 99. Кстати, этот пресет очень конфликтует с другого типа тканями, поэтому я рекомендую использовать его самостоятельно, например, при создании жестких доспехов самурая. Настройка толщины и коллизии ткани. Настроить толщину ткани в Marvelous Designer и Claude 3D можно двумя способами. Первый способ – это настроить толщину в окне пресета ткани. Под списком физических свойств есть параметр Thickness. Данный параметр применяется ко всем участкам ткани, которые принадлежат этому пресету. Если вы хотите изменить толщину одного паттерна независимо от наличия на нем нужного пресета, то вы можете воспользоваться вторым способом. Щелкните левой кнопкой мыши на нужный участок изделия, и в открывшемся окне Property Editor во вкладке Add Thickness вы сможете добавить к ткани нужную толщину. Однако помните, что при таком способе толщина никак не влияет на симуляцию других тканей, на это влияет параметр Add Collision. Так, а теперь давайте разберем использование разных типов ткани на примере моделирования жесткого каркасного воротника с мятыми, дутыми складками с узором. Как видите, на каркас воротника я назначила пресет Grain Leisure, чтобы он не имел складок и горизонтально стоял. Строю несколько линий для будущих швов и применяю функцию Layer Clone. Новому паттерну назначаю пресет нейлона и
повторяю еще раз все действия для другого узора на внутренней стороне воротника. Наш воротник имеет жесткий каркас и мягкие дутые складки. Аналогичным образом вы сможете работать с любыми похожими изделиями. Вот, наверное, все, что я могу вам рассказать о том, как я использую разные типы тканей, их физические свойства. Следующие две части туториала, скорее всего, выйдут эксклюзивно для подписчиков моего патреона. Там выйдет еще две части туториала. Первая часть, как я моделирую реалистичные складки без какой-либо доработки в ZBrush. А вторая часть будет о моделировании пряжек и ремней в Marvelous Designer и Claw 3D. Всем спасибо за просмотр, всем удачной работы и пока!